Друзья мои, доброе утро. За кадром она, Ольга Николаевна. И хочу показать. Сегодня я встала пораньше. Насколько это возможно. Встала пораньше. Решила себе приготовить что-нибудь необычненькое. Вот так вот перец я, значит, разрезала. Вот чтобы виднее было. Вот на такие полосочки, круглые полосочки. Вот, разложила, соответственно, вот сюда, вот в эту форму. С одного перца сколько получилось, столько получилось. Далее отварила вот такую вот капустку. Соцветие капусты. Разобрала, отварила совсем немножко. Подсоленная вода. Отварила, разобрала на соцветия. Разложила их внутрь этих перцев. Среза этого перца. Вот такие вот кругленькие формы получились. Все. И, значит, залью взбитым яйцом. Вот оно, взбитое яйцо. Вот, чтобы вы мне поверили, духовка у меня разогретая. Сейчас я отправлю в духовку на какое-то время. Немножечко подождем мы с вами вместе. И потом сядем. Положим, пусть у меня будет такой завтрак. Немножко необычный, овощной. Но я думаю, что это очень здорово. И вместе с вами мы встретимся. Поговорим о том, о сём. А сейчас до встречи. С вами на канале Она, Ольга Николаевна. И еще раз доброе утро, дорогие друзья. И мы уже с вами накрыли стол. Вот такой вот. Накануне немножечко раньше я подключалась и показывала вот это блюдо. На завтрак, да, на завтрак. Перчик разрезанный. Такими кольцами. Как-то купила перец, он у меня уже немножечко, смотрю, залежался. Так что я его не съела. И сегодня он мне пригодился для приготовления вот такого блюда. То есть разрезала на кольца, отварила в соленой водичке капустку, брокколи, соцветия, разложила внутрь, взбила 2 яйца, добавила немного тертого сыра, сверху вот так залила и в духовке. В духовку отправила, и у меня вот получился такой завтрак, овощной завтрак. Да, и сейчас мы с вами это будем дегустировать. Кроме этого, как всегда у меня чашка кофе. Кофе сегодня, без молока, без сливок. Вот так оформлено яблоко на бублике. Рядышком, вот если вы видите, у вас это темным цветом, это сушеный чернослив. Да, вот так вот. Так, водичка, как всегда. Вместо хлеба я положила сюда хлебцы. Сколько захочется, столько мы съедим. Конечно, я себя ограничиваю. Мы это знаем, и вы это знаете. Я отчет держу. Гимнастику какую-то делаю, но не в постоянном режиме. Даже, знаете, бывает, на работу прихожу, и там, если время свободное есть, делаю определенные движения. Такие, которые я знаю, и которые думаю, что мне вот как раз и посильно, и для пользы дела. Поэтому не сильно диетой мы увлекаемся, я не люблю вообще это слово, но немножко ограничивать себя нужно. А сейчас приятного аппетита. Кто со мной вместе завтракает, кто собирается завтракать, кто позавтракал хорошего дня. И мы с вами приступаем. Так, возьму я, пожалуй, вот эту порцию, вот такую красивую порцию. Немного у меня яйцо сразу подтекло, где не было контакта такого с плоскостью ровненького. Немного вытекло, но это ничего, не страшно. Так что
Приятного аппетита! И приступаем. Так, здесь я не сказала вам, что ложечка сметанки. Но это на тот случай, если мне захочется немножечко так увлажнить это все сметанкой. Попробуйте, очень, кстати, вкусно и полезно, да. Ну и немного с вами поговорим о том, о сём. Ну, во-первых, как я уже сказала, вчера был последний день, а сегодня 30 мая. Сегодня был последний день. Вернее, вчера был последний день, который я отработала. Сегодня я уже все. Отдыхаю. Долгих, ну, по крайней мере, около 3 месяцев. Немного раньше выйду. Если все будет хорошо, если я сама не решу, что мне это не надо. А вы знаете, хочу поделиться. Вот сегодня мне никуда не надо, и я хочу отоспаться, отваляться, побездельничать. Вот так вот. Иногда это очень-очень хочется. Никуда не ходить, не идти, не бежать, ничего. Но я-то запланировала так. А кто знает, как у меня может измениться этот денек. Может быть и непредсказуемый. Сейчас вот все проснутся, дети, внуки, и, может быть, у них планы будут свои, поэтому на мой отдых свои планы, вот так скажем. И что-то переменится. Так что идти никуда не хочется. Будем отдыхать, наслаждаться жизнью. Немножко домашние дела. Если не дела, то вообще просто отдыхаем. Вот так. То есть расслабон. Да. Расслабончик. Сейчас я на порционные кусочки вот так вот разрежу этот перчик. Мы еще срез посмотрим, какой у него внутри. Да. Ну, уже у нас в Петербурге появилось много фруктов таких, которые уже как бы в это время появляются. То есть и черешня, и абрикосы, и персики. Что еще там у нас? Ну, клубника, она уже давно появилась. Вот. Конечно, я покупала, немного покупала черешни, но вы знаете об этом. Ну, конечно, не скажу, что очень-очень. Мне кажется, она еще все-таки не дошла. Хоть она и приняла уже цвет такой, который и должен быть бордовая, такая спеленькая с виду. Вот. Вот так вот, смотрите. Вот так вот порционно, пожалуйста, приятного аппетита. Рекомендую. Так что все будем дегустировать, покупать. Поменьше, конечно, небольшими количествами. Но все нужно будет попробовать. Я, конечно, даже, знаете, ну, знаю, что абрикосы, они же очень полезны. И для сердца, и вообще. И поэтому я зашла в магазин, потрогала. Знаете, жесткие-жесткие. Я не знаю, они полежат или просто станут, ну, более мягкими. Но уж, по-моему, не спелыми. Да, вот такие вот ранние фрукты, которые как бы и хочется, но, и, конечно, от них не знаю, какая польза будет или нет. Вот такая вот история о фруктах. Так, немножечко не разделилась должным образом. Разделим. И хотелось
Что-то у меня было запланировано с вами говорить. Вылетело из головы. Но пока что помню, то и скажу. Вот я как-то вам говорила, что детей смотрела, внуков, да? Ну, вот у дочки немножко там, значит, проблема была с поясницей. Позвоночник прибаливал в этом, внизу, где поясница. Ну, и она ходила к доктору. А все пошло из-за того, что сделала какие-то движения, такие не очень удачные или удобные. Сделала какое-то, ну, напряжение ненужное, в общем, неправильное. И вот доктор, грамотный доктор, смотрел, как бы посмотрел, посчитал, что как бы ничего такого уж страшного нету, но, ну, узнал, когда вот именно этот момент наступил, болезненное ощущение. Ну и выяснилось, что, значит, когда-то они пошли на прививку, значит, на прививку в детскую поликлинику. И, конечно, меньший внук не захотел в кабинет входить, делать прививку. Он, естественно, стал бежать к лифту, убегать. А так как уже это необходимо было сделать, соответственно, она его побежала за ним, поймала, как бы применила силу и с ним вместе, чтобы сделать эту прививку. Пришлось взять на руки и все. Вот, пожалуйста, вот взяла взрослого мальчика большого на руки, и вот сразу такое произошло. После этого добавляется еще посудомоечная машина. Они же стоят внизу, вот, не наверху. И, конечно, разбирать, там, ну, наклоняться, в общем, к ней, когда там устанавливаешь, вынаешь эту посуду. И вот он сказал, да. И второй раз она почувствовала вот именно в этот момент, когда этим занималась. И все. И больше как бы не могла уже заниматься. Вот так вот. И вот он сказал, нужно, значит, вот я специально вам хочу этот момент сказать, надо, если даже мы наклоняемся, ну пускай это будет посудомоечная машина, возможно, это будет просто ящик, просто нижняя какая-то ниша, где нам нужно что-то там разобрать, что-то там навести порядок, ну то есть наклониться. И вот должно быть наклонение вниз. Вот когда мы, ну, вот эти моменты, значит, выполняем, нужно, значит, правильно именно наклоняться, то есть опускаться к этому ящику, например. То есть, и прям он даже показал, и вот она мне это все тоже все передала. Значит, мы наклоняемся на колено, на одно колено, вторая нога у нас в колено согнутая, и вот в таком виде мы работаем, что нам нужно сделать. Да, именно так, там, достаем ли, складываем или еще что-то. Вот именно так. Не как мы привыкли, стоя на двух ногах и наклон делать. Это неправильно. Это такая ненужная нагрузка на наш позвоночник. Ну вот, если кто не знал, теперь тоже будете знать. Ну вот и я, конечно, тоже взяла это на вооружение. Вот. Ну и совет был, знаете, таков доктора. Если вам что-то не хочется делать, ну это в разговоре, не к этому просто. Если вы что-то не хотите сегодня делать, не хотите этим заниматься, то не нужно насильно это делать. То есть не нужно организм насиловать. Вот не хотите, оставьте на другое время. Понимаете, какой совет? И вот, пожалуйста, мы будем ему исследовать. Вот сегодня я не хочу никуда идти, ничем особенным заниматься. Так, по настроению будем жить. Да. Вот. И вам советую. А сейчас приятного аппетита.
Я уже не знаю, сколько я вашего внимания задерживаю. Спасибо за комментарии. Я старалась, гуляла, снимала, комментировала. Конечно, там был шум, но это естественно. Где-то пришлось приглушать и так далее. Ну, я уже, по-моему, отчет этот держала. Вот так вот. Приглушать, чтобы чужая музыка мне не попадалась, которая там звучала и так далее. То есть вот так вот. Спасибо, что комментируете, спасибо, что смотрите. Рада, что понравилось. Вот. Ну, конечно, не профессионально. Сейчас можно, я говорю, захотите более профессиональные, тоже в интернете найти там прогулки и, значит, экскурсии, можно это. Ну, вот я для вас так постаралась. Может быть, где-то не очень профессионально, может быть, где-то допустила какую-то неточность, но это тоже возможно. Хотя, в принципе, я уже сама потом так проанализировала, мне показалось, ну, как бы все верно. Все так, ну, в принципе, верно. Вот. Так что День города мы отметили. День рождения города. Такая дата круглая, юбилей. Живем дальше. Ждем новых событий. Они, кстати, каждый день происходят, да. То вот как-то, сейчас скажу, 2 дня назад праздник был в Волхове. Это у нас в Ленинградской области. Тоже такой серьезный, как бы праздник нефтяников, по-моему, да. Там тоже приезжали, выступления были Сергея Лазарева. Он выступал, живой звук. В общем, вот, пожалуйста, такое событие. Потом как-то это уже я на работе там ехала в трамвае, ну, на работу, вернее, ехала, и тоже афишка, по-моему, 26 июня будет спектакль. Сезон, конечно, закрывается уже, но вот все-таки этот будет спектакль, значит, с участием Добронравова. Ну, знаем мы, да, фильм «Сваты», он участвует. Мне очень нравится, потому что даже, вот, например, мне уже хочется, знаете, не абы куда пойти, а вот именно, ну, вот на что-то хочется, вот, ну, то и, ну, с удовольствием бы посмотрел. Допустим, даже, может быть, понимаете, не совсем, ну, положим, этот спектакль тебе хочется посмотреть, потому что обычно даже, ну, он такой упрощенный, не классика, там, а какая-то жизнь там какого-то там небольшого городка, может быть, или там события какие-то, вот такое не совсем значимое событие. Ну, вместе с тем, там вот играет, допустим, вот этот актер, который мне нравится. И я бы хотела посмотреть только лишь вот из-за него, потому что я же смотрю, как он играет, это вообще он вживается в роль, ну, как будто вот он и есть, то есть он не роль чью-то играет, а вот он и есть. Там даже сомнений не закрадывается, что, ну, это просто актер. Ну, понимаете вы, да, о чем я говорю? Ну, это будет уже, по сути, конец июня, ДК Выборгский. Пойду или нет, тоже не знаю. Ну, как бы вот увидела, и мне так желание такое появилось. Вот. Ну, а что загадывать на месяц вперед? Неизвестно, где мы будем, где я буду, отдыхать ли, в гостях, или у себя, или занята чем-то. В общем, пока что только так с вами поболтала на эту тему. Ну, вот так вот. А между делом мы съели порцию
вместе с вами порцию этого перчика. Кстати, очень вкусно. Рекомендую. Кстати, сыр, знаете, не сильно много сделала, а потерла. И так, в общем, ну чуть-чуть, вот вы видите. Вот вы видите, как бы немножечко сверху только вот такой вот сыр. Ну, он, конечно, расплавился. Ну, очень вкусно и полезно, и, в общем, очень даже здорово, я довольна. Я поела с удовольствием, от души, поэтому рекомендую тоже попробовать. Будете, я думаю, не разочарованы. Вот. А сейчас я выпью кофе. Выпью кофе. Так, поближе поставим этот чашечку кофе поближе. Кстати, тоже рекомендую. Скажете вы уже со своими рекомендациями. Ну, рекомендую все равно. Да. В общем, каждое утро съедать 2-3 вот таких вот чернослива. Да, не надо много. 2-3. И вы поймете, что он очень-очень оказывает хорошее действие. Вот так. Ну что, ну а сейчас, наверное, всем хорошего дня. Спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете. Теперь я не буду пропадать, но более как бы сильно по времени, когда много, вы тоже же не хотите свое время вот так вот тратить. Это надо же посмотреть, надо же как-то поучаствовать. А время у всех ограничено. И свое дело делаем. И дачи есть, и дети есть, и семьи есть. И все это есть у нас. И поэтому, конечно, я понимаю. Вот. Ну, может быть, все-таки, надеюсь, вы будете со мной. И буду рада и счастлива. И спасибо всем, кто со мной. И на сегодня, наверное, я закончу. Всем рекомендую приготовить вот такой вот перец. Да. И, значит, попрощаюсь. Всем нам здоровья, благополучия, мирного неба, хорошего отдыха. И до встречи. С вами на канале была Анна Ольга Николаевна. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. До встречи.